When the rain starts to pour, I'll be there for you, like I've been there before. И сериал новый вышел, свежий. Ситкомчик про 20-летних американцев, строящих карьеру и личную жизнь в Нью-Йорке. И казалось бы, я практически как герой этого сериала должна ассоциировать себя с ними. Они даже снимают квартиру по принципу коммуналки. Но уже со второй серии что-то идет не так. Потому что традиция американской сериальной культуры несовместима с реальностью. Здрасте, с вами я, Эйти Тён, ваша лучшая репетитор по проблемам белых людей. И сегодня я буду чинить очередной дурацкий ситком. Для начала опишу, что же сломано в сериале, в котором с первого взгляда все хорошо, актеры харизматичные, синематография какая-никакая, ладно, хорошо, ее нет, но монтаж, наверное, есть. И на то спасибо, что нет закадрового смеха, музыкальные перебивки не выделяют шутки, нет даже хайповой песенной темы, как в «Друзьях» было в свое время. Главное достоинство этого сериала — это харизматичные актеры и задел на драмеди с уклоном в романтику. Но что же не так? А то, что американцам проблем в жизни хватает и без телевидения, а сериалы они смотрят, чтобы отвлечься от проблемы смертности и абсурдности традиционных ее решений. Выходит, что с героями не может ничего плохого случиться, и они обречены страдать по надуманным предлогам и сталкиваться с проблемами, решить которые сможет любой второклассник. Но такое смотреть неинтересно, если, конечно, вы не второклассники, чего ни в коем случае не осуждаю. Холодильник пустой, все, что есть, не мое. Главные герои у нас нет центрального героя, у нас есть вот квартира мальчиков и квартира девочек. И фокал перескакивает с персонажа на персонажа. Мы видим мир их глазами, смотрим их истории. В квартире мальчиков живут лорд из Бриджертонов, который студент и актер. Маньяк из забавной игры 2007, который Непа Бэйби с трастовым фондом трастовым. Он грезит тележурналистикой. Я не знаю, когда писали сценарий, наверное, лет 20 назад, положили на полку и только сейчас достали. И американский психопат, финансовый паразит из сектора, обслуживающего Уолл-стрит. В квартире девочек живут серийная ассасинка из «Убивая Еву», она же мазохистка, карьеристка, финансистка, и ее подруга индийской наружности, красавица и ассистент знаменитой стилистки. Ну что ж, как видите, работниц консервных заводов, нянечек из детского сада и хотя бы строителя по-прежнему не завезли сериалы, потому что, видимо, американцы хотят видеть себя такими чистенькими, успешненькими, даже на стартовой позиции. Теперь, когда вы получили экспозицию, начинается то, что принято называть WTP. You want speed, scale, simplicity, marketing delivered differently. This is WPP. White people problem. Или проблемы белых людей. We're going to dive into WPP. Проблема белых людей — это когда худшее, что с вами может произойти, это... О, боже мой, кому-то подали не те кексики. Не знаю почему, но у американцев есть гештальт-фантазия попасть в проблему, связанную именно с кексиками, и потом героически проблему решить. Так что, если хотите порадовать американца подарком, сначала придумайте какую-то проблему, связанную с кексами, чтобы он мог ее решить, а потом преподнесите подарок в качестве награды и компенсации. Так, ваш американец получит в разы больше удовольствия, ведь вы только что закрыли его гештальт. И сейчас пора перейти к части видео, где я эту рядовую скучнятину починю! По-нашему, по-эфийски. Чтобы не утомлять зрителей, сосредоточусь на самой бесючей девушке и сделаю ее главной героиней. Вот так просто. С одним вокалом. Одна центральная героиня. Карьеристка, мазохистка, финансистка. Ее оригинальная арка в настоящем сериале заключается в том, что она
ты истребите меня, влюбляется в своего самого главного начальника, зловредного мудака и Капитолеву, который втайне няшка стеснёшку. Одновременно в нее влюбляется сосед из квартиры мальчиков, американский психопат. И они работают буквально за соседними офисными столами. Кого же она выберет, наша героиня? Миллиардера с БДСМ-практиками и перспективами? Если вы не готовы пожертвовать всем ради этой работы, выход прямо там. Или найсгая парня по соседству своего сословия? Хочешь сказать, если возникнет выбор между работой и любовью, ты ждешь от меня верности работе? Я на стороне любви. Ой, давайте и сопереживать, ой, какие муки выбора. Ну вы видите проблему, не правда ли? У нее выбор между ванильным кексом и шоколадным с мороженым. Смотрите, это с цитрусом, эти шоколад, корица и чуть-чуть апельсина. Попробуйте. Я не буду пробовать ваш... И она, бедная, страдает, а мы должны ей сопереживать. Да, не. Но соблюдайте спокойствие, зрители. Работает Этель. Сейчас починим. Как полностью перестать страдать по человеку? Пускай наша карьеристка, у которой все получается и в карьере, и в любви, причем сходу, и месяца не прошло, а уже все на месте. Пускай она подавится своим кексиком. Но сначала, братишка, если тебе нравятся мои контенты, подписывайся, ставь лайки. У меня есть телеграм, где можно заказать вешенку или посекретничать в секретном чате, который я не знаю, зачем нужен, но он есть. Что, смотри другие мои ролики. Что еще можно попросить? Я уже забыла, я давно не просила ничего. Все, придумала. Следующая арка будет такой. Влюбленный злой начальник теряет бдительность и, доверившись карьеристке, берет ее с собой на очень важную конференцию на остров Эпштейна. Там она видит, что на самом деле делают топовые финансисты, когда никто на них не смотрит. Ну, а чего вы еще ожидали? Чего она ожидала? Сама туда лезла. А делают они то, что участвуют в заговоре по разрушению американской социалки, узурпации власти и созданию скрытой монополии. Последней каплей становится жертвоприношением блондинчика, после чего она пытается сбежать с острова. Но ее ловят, и злой начальник выступает и рискует своей жизнью, ставит свою жизнь ради любви и поручается за нее. Если она, конечно же, одумается и перейдет на сторону зла. Хотя, куда уж больше, она и так уже работает на Уолл-стрит. Поняв, что ситуация безысходная, чтобы защитить любимого и спасти его, карьеристка пьет детскую кровушку и подписывает сделку с дьяволом. И как только она это делает, он становится видимым, потому что он все это время был среди них. Но во время ритуала что-то идет не так. Ведь она делает это не по своей воле, а чтобы защитить возлюбленного мудака-начальника. А значит, ее грехопадение не считается. Так что дьявол принимает форму соседа-студента-актера и дает ей выбор. Сойти с ним в телесной близости, греховно, и пасть на глазах у ее собственного злого начальника. И получить за это сверхъестественные способности. И даже не потерять при этом душу. Или отказаться, и тогда она вернется с острова невредимой, как будто ничего не произошло, но начальник будет перенесен в жертву. А в конце арки она просыпается на яхте по дороге обратно. А мы не понимаем, сон это был или нет, но спустя пару недель у нее задержка. Если кто не знает, что такое задержка, это беременность. Открытый финал. Ну что, стало лучше? Стало? Во, оригинально? Ой, минуточку. Кажется, это с широко закрытыми глазами. Блин, нужно еще оригинальнее. Так, ну в третьей попытке точно получится, я вам обещаю. Все, третья попытка. Уходим в оригинальность. Чиним арку сериала, чтобы было интересно смотреть. Поняв, что злой начальник уводит возлюбленную соседку, сосед из квартиры мальчика, американский психопат, который работает за соседним столом, и влюблен в эту нашу главную героиню, он решается действовать. Он обнародовывает компромат на этого злого начальника, который он уже давно на этого начальника собирал.
И с помощью друга, с которым он живет, этого Нека Бэйби, он устраивает coup-d'état, переворот в компании, и занимает место этого начальника. А потом увольняет всех с этажа, заменяя агентами, кроме своего бывшего начальника, которого он уговорил совет директоров оставить, потому что он приносит бешеные деньги, ведь он такой гениальный. И, конечно же, нашей главной героини, карьеристки. Ой, уже интереснее, так? Пусть он получает от этого особое удовольствие, такая инцестская месть, и начинает потихоньку психологически стравливать их между собой, постепенно делая ее главной, а бывшего начальника сабмиссивом. Оказавшись в новом раскладе, карьеристка-мазохистка внезапно понимает, что влюблена в американского психопата, ставшего новым начальником. Потому что на самом деле ее притягивает не личность, а должность. Жиза, такая жиза. Ее так возбуждает власть и авторитет, что она начинает презирать влюбленного в нее бывшего начальника, который у нее в подчинении, и начинает над ним издеваться. Когда ее садизм переходит грани приличия, окончательно униженный бывший начальник срывается и несет сам обнародовать компромат на нее, включая их первый поцелуй, который она сама инициировала. Он его записал на видео тайной камеры в своем кабинете. Скандал? Ну, предыдущий скандал еще не утих. И вот эта новая волна шума хоронит под собой всех троих. Их увольняют с волчьим билетом, без шанса вернуться в мир финансов. Поняв, что у них нет другого выбора, троица решается организовать собственную фирму. И берутся они за дела тех, с кем никто другой не берется работать, потому что, они слишком рискованные или у них ужасная репутация. И в погоне за наживой и успехом они все втроем отправляются в командировку в Афганистан, где таликский полевой командир похищает их. И после несложных хирургических модификаций, но брутальных, делает всех троих своими наложницами. Да, своим гремом. И она узнает, что беременна. Открытый финал! Ну как, стало лучше? Во, все, теперь я довольна. И смотреть оригинально, и весело, можно много вставить комовских шуток. Я очень довольна собой. Вот теперь это оригинальная, свежая драмеди с проблемами, которым действительно можно сочувствовать. Или нельзя. Пишите в комментариях, какая сюжетная арка понравилась вам больше, или, может, вы хотите, чтобы я починила другие арки других персонажей этого сериала, или, может быть, какое-нибудь другое произведение. На ваш выбор. Всегда рада.